Вы слушаете программу «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Сетевой партнер радио РТС на 105,3 FM. У микрофона Андрей Кобзарь. Со мной в студии сегодня нет моей соведущей, но есть два чудесных гостя. Так, ну, во-первых, это Наталья Румянцева, руководитель языкового центра в городе Абакане. Наташа, привет. Привет, Андрей. Здравствуйте. Да, и снова здравствуйте. Засмущался, заговорился, простите. И туда гость. Можно махать куда угодно, у нас снимают камеры, да. А также у нас есть гость. Максим Корню, это турист-волонтер из Швейцарии. Привет. Вот, я хотел сказать, что у нас будет эфир еще немного на английском, но Максим в совершенстве владеет русским. Привет. Do you perfectly speak Russian? No, not yet. Ну что, так, у нас очень интересная тема. Максим у нас приехал, ездит на раскопки археологические. Мы вчера в программе «Утро Хакасии» об этом разговаривали. Максим, пожалуйста. Так, а давайте начнем с самого простого. Наташа, как вы познакомились с Максимом? Как вы встретились и как Максим попал к нам в Хакасию? He's asking me questions, okay? The first question is for me. Я уже несколько лет занимаюсь международным волонтерством, ну, в частности, специальность такая, специфика узкая достаточно. Я руководитель одного из языковых центров в городе Абакан, и однажды я придумала такую штуку, ведь можно приглашать иностранцев к себе в гости, волонтеров. Логично. Да, и они помогают нам проводить занятия по английскому языку, также делают экспресс-курс своего родного языка, если они не native English speakers, вот, ну и участвуют в разных социальных проектах. Очень прикольно. Так, хорошо. А как Максим появился в вашей жизни? Максим, so Andrew wants to know how I found you. I'm gonna tell, okay? Ну, собственно, когда мы познакомились, была весна, май, как раз период ограничений, долгое время мы никого не могли к себе пригласить. Вот, и мы познакомились, и Максим молодец, он достаточно целеустремленный человек. Сказал, приеду, значит, приеду. Вот, занимались мы подготовкой его визы. Сделал. Да, сказал, сделал. То есть Максим получил визу и приехал сюда к нам ненадолго, на 3 недельки. На 3 недельки, но на самом деле 3 недельки – это неплохой срок. Можно очень много что посмотреть. Максим, пожалуйста, скажи, а что ты уже посмотрел в Хакасии? What have you already seen in Hакасия? So in Khakassia, I've been already to the Sayna-Shushenskaya dam. Все поняли, да, о чем речь идет? And I've been also visiting some local kurgans in the framework like of archaeology, and we did an archaeology day where we will visit kurgans, and we visited also the local museum. Мы с Максимом на второй день его пребывания здесь мы ездили на археологические раскопки, территория Усть-Камыштасский район, то есть даже поучаствовали. Первый раз, ну, он об этом не сказал, но я скажу, первый раз держали в руках человеческие кости, кости предков, да. Вот, побывал здесь в местном музее в Абакане. And yeah, I think it's very interesting here because there is so much to be discovered about the tiger culture and so much more skeletons and sites. Whereas where I come from in Switzerland, I think most of the discoveries, most of the prehistoric sites have been searched and discovered so far. Да, Максим говорит о том, что здесь достаточно много интересных мест и много чего интересного можно нарыть, откопать, да, исследовать. Но в Швейцарии как раз с этим проблематично, потому что уже практически все исследовано. Все выкопано, все исследовано. Все выкопано. Но у нас тут копай не хочу, территория гигантская. Да, у нас много земли. Максим, скажи, пожалуйста, это первый твой археологический опыт в жизни? Has it been your first archaeological experience in your life? Yes. It has been the first time I was able to touch human bones and clean our ancestors. I have already told about that. Да, то есть первый раз у него был шанс потрогать предков руками. Вот они так спокойно спали, а ты взял их, разбудил. They were sleeping calmly and you woke them up. Yeah, they were very friendly, and so yeah, and it was a very touching and deep experience. Да, они были очень дружелюбные, был такой трогательный опыт для него. А вот, Максим, уже покопались в нашей земельке, посмотрели Сайну-Шушенскую ГЭС. Это первое, что делают люди обычно у нас в Хакасии. А как же местная еда? Талган, допустим, или айран. Вот что-нибудь такое. Пища, да, хакасская еда национальная.
Have you tried Hakkas national food like talgan or? Not yet, but it's on my list to do, on my to-do list. Yeah, I will, hopefully I will be able to do it soon. Я настоятельно рекомендую попробовать, потому что талган это божественно. Во-первых, с него можно делать все, что угодно, и конфетки из талгана просто it's a beautiful. Это просто великолепно. Вот я рекомендую на самом деле. So he highly recommends to try talgan. It's just like made of some. Это из зерна делается. Талган. Talgan. It's like you take cereals or wheat, Yeah. for example, and smash it, Да. grain it. And... Те, кто не видит, Наташа изображает сейчас, как это все делается. I'm looking forward to this experience. Да, sure. это довольно интересно. Также айран есть еще, это кисломолочный продукт, что-то типа кефира. Hakkas people also have ayran. It's like sour cream, sour dairy products. Yeah, I know Iran is Like from, kefir. isn't it Turkish? I've seen a lot in Тюркская Turkish культура, shop. да. Похоже, да. Хакасы это же Yes. относится к тюркской культуре, поэтому, да, что-то похожее есть. Да. All similar cultures have something in common. Come on, yes, I see. Вот, но все-таки меня вот такой вопрос волнует. Максим, ты в первый раз в России именно, вот в Хакасии, понятно, первый раз, а вот в России был ли где-то еще? Is this your first visit in Russia? Yes, in Russia it's my first visit. I've been to Georgia and Ukraine before, so post-Soviet countries. And Georgia is very different culturally, but I've found that Ukraine was very similar culturally. Он побывал в Грузии и на Украине и говорит о том, что да, Грузия очень сильно отличается, но Украина и Россия, соответственно, Похоже. очень много всего общего. А какие планы у тебя в дальнейшем? Не хочешь скататься на Дальний Восток? Камчатка, очень красивые вулканы, зимой можно кататься на лыжах, опять же, камчатские крабы, или, допустим, остров Сахалин, или, я не знаю, Москва, Санкт-Петербург, места у нас много, Алтай, опять же. С Камчатки начнем сейчас, да? Да, можно с Камчатки. Okay, so how about going further east, for example, Kamchatka region? They have great volcanoes and crabs and the island of Yes. Sakhalin. So yeah, for me, Kamchatka is really a place I want to go someday, but it's a very expensive and long travel that needs a lot of organization and preparation. So maybe later, yes, when I will have more financial resources. Да, он хотел бы, конечно, туда поехать, но говорит о том, что это требует достаточно тщательной организации, подготовки. Финансовых затрат, да, то есть путь долгий. And Moscow, yes, he has. Yeah, so I've been to Moscow, and yes, so before coming here. Before coming here, I've stayed a few days in Moscow. Yeah. Like 4 or something. 5 days. 5 days. 4 or 5 days. Он в Москве Ну и уже в Москву заезжал, да, перед тем, как нам прилететь. Ну и как Москва лучше, чем Хакасия? Is Moscow better than Хакасия? Андрей, у вас каверзные вопросы. It's really different. Another style. It's really different. It's really depend on what you're looking for. I think Moscow is great for partying, going out in nice restaurants, cafe. But otherwise, it really lacks the wildness that is here, and this is really a big part of my personality. But I also like party and nice restaurants, so I think I really find myself good in both places. Да, тут, конечно, разница есть, смотря что ты ищешь. Он говорит, что в Москве прекрасные рестораны, места для тусовок, да, но здесь больше, конечно, для души. Что-то дикого такого. То есть Максима интересует именно дикий туризм, так сказать, дикарем. Ну, я сейчас закончу. Хорошо. Да, он сказал, что да, здесь для него это также близко, но вот тусить-то он тоже любит, в ресторанчик сходить. Вот. Так, я напомню. Он сказал, что он любит дикий. Я спросил, его только дикий туризм интересует? Are you interested only in the so-called wild tourism? Usually I will not go. I'm really interested in what we call like backpacking tourist. So traveling with backpack and trying to meet persons. So it could be by yourself or with friends. But usually, yes, I will avoid what we say classic tourist, just staying on a beach and doing... So you like it too? No, I will avoid it. You would avoid it, okay. Yeah, usually I do only, Максиму нравится такой туризм, вот, скажем так, не знаю, можно ли назвать пешим бэкпэкинг, то есть ходить в походы, да, дикий отдых, да.
Ну, это же здорово. У нас как раз территория к этому располагает. У нас много природных парков, где можно отлично отдохнуть. Правда, в одном из них были замечены медведи, и там закрыли все многодневные экскурсии. Поэтому be careful, Максим, будьте осторожны. So we have a very nice place for that, for what tourism, a lot of national parks, but one of them was closed. All the tours were cancelled because there were a few bears. A few bears were noticed there. In Ergaki? Yes, it's Аркаки. No. Как я не пытался обойти это слово, но все равно попало. Вот, но это новость, как бы, какие к нам претензии? Мы озвучиваем новости. Ну что ж, раз уж новости мы сказали, но они будут чуть попозже. Сейчас прервемся немножечко мы на рекламу и продолжим сразу после рекламы. Программа «Тема дня» продолжается. Вы слушаете РТС радио, сетевого партнера радио «Комсомольская правда» на 105,3 FM. У микрофона Андрей Кобзарь, а со мной в студии по-прежнему Наталья Румянцева, это руководитель языкового центра в городе Абакане, а также турист и волонтер из Швейцарии Максим Корню. Ну что ж, ребята, приветствую вас снова. Реклама прошла. Вот у меня довольно банальный вопрос, возможно. Максим, а как начинается твой день в России? Ага. Has a trivia question. Like, how does your day in Russia normally start? Usually, it was very difficult for me because of the jet lag. Because usually where I'm from, it's minus 5 hours, so it's a struggle for me to wake up actually, because there is a big time difference. So I try to not go too late to bed to wake up early, but actually. So far, I'm failing. Да, сначала ему было тяжеловато, ну, из-за джетлега, так называемого, из-за перелета. Вообще разница с Швейцарией у нас, с тем местом, где он проживает, минус 5 часов. Да, и, соответственно, сначала ему было очень сложно просыпаться. И я думаю, пару дней, и Максим вошел в ритм уже. A couple of days, and you go back, no? 2 weeks. No, I'm staying here still 1.5 weeks. So you needed just 1.5 weeks to get back to recover from jet lag? Oh, from jet lag? No. Just a few days, and now I'm starting to try my routine again. I'm doing meditation in the morning. Oh. Медитация по утрам, это довольно интересно. Consciousness meditation, full consciousness. Я не делаю медитацию, поэтому попытаюсь перевести, может, люди-то понимают, да? Сознательная медитация, когда ты находишься в полном сознании. А что, есть еще бессознательное? Возможно, он имел в виду какое-то состояние транса, но я не знаю на самом деле, возможно. Тоже. Вот, я не владею информацией. Я так понимаю, Максим, ты ездишь по миру, вот именно по таким местам, где набираешься духовных практик, возможно. Sorry. Andrei wants to know if you travel around the world and collect some spiritual practice or some spiritual practice. Usually what I like is to ask people about their routines, what they do, for example, as you ask me during the morning, and or what they do during the day to what type of meditation, and then I took some elements from the routines that could maybe improve mine, so that's what I try to do maybe. В общем, Максим наблюдает за людьми, задает им вопросы какие-то, да, и, возможно, что-то перенимает для себя, что-то новое. Да, вот так. А и какие вопросы Максим задает людям? What questions do you ask them? Like what they do, he asked me what they do during what they do when they wake up. Ну, то же самое, примерно, что ты спросил, да? То есть, как люди проводят свой день. Что ест, да. And also what they eat. So it's very interesting what they eat. Да, ему всегда очень интересно, чем они питаются. Мы, кстати, сейчас ели окрошку на обеде, да. И как? И как окрошка? How do you feel about окрошка? Окрошка? Yes, something that we ate. Окрошка? Half an hour ago. Something with kvass. Yeah, it was not so good. Не понравилось. This one was not so good, but... Но это ему не понравилось. Квас, на самом деле, был не... Ну, то есть, окрошка была, честно, так себе, да? No, but I've eaten some really good trout from Shushenskaya. Ага, то есть форельку попробовал, да, оттуда, с хозяйства.
Шушенское хозяйство или как? А я не знаю. Ну, пускай будет какая-нибудь рыбная Там, где ферма. Саяно-Шушенская ГЭС, Ага, да. возможно, там, Он да. немножко путает, называет это Шушенским, потому что Саяно-Шушенская, но в Шушенское Максим еще не заезжал. I am telling them that you haven't вот, кстати, been to Шушенское yet. The есть place of такой Lenin's exile. вопрос, да. Интересно ли Максиму посмотреть на Шушенское и дом, где жил Ленин? Would you like to have a look at the house where Lenin lived here while he was exiled? Yes, I would love, because I think Lenin had definitely a big impact on Russian history still today. So for sure, it's an interesting place. Да, он, конечно, хотел бы, потому что считает, что Ленин достаточно большое влияние, Ну да. импакт имел, да, и до сих пор, что какие-то отголоски имеются. Ну вот у меня такой, опять же, вопрос, как со стороны русского. Что больше поражает в России? Вот такие, может быть, для нас мелочи, которые уже привычные, но вот как Максиму, как иностранцу, они прям сразу бросаются в глаза. Are there any things here in Russia that makes a huge difference for you? Something that you see straight, you know? I would say it's the buildings, because it's mostly Soviet buildings here that were built in the 50s, I guess. So that's what struck me the most. Здания советские, которые, ну... Слишком много советских зданий. Да, то есть достаточно поражен вот количеством этих зданий. Серенькие такие. Обычные панельные девятиэтажки. Ну, Максим, у нас вот в Абакане строится много новых красивых домов. Как они тебе? You probably have noticed that Abakan is being widened with the building sites, etc., new houses. Yes. What do you think about new houses? Okay, those colorful brown, etc. Yeah, so personally, I prefer the Soviet houses because it brings nostalgia to me, even if I haven't lived here. But then I guess the local people, they prefer living in modern houses. Ну да, ему, конечно, вот эти советские здания нравятся по душе, скажем так. Ну, предполагает, что, наверное, местные предпочитают жить вот в этих домах, в новостроечках, скажем так. Ну, оставим это выбор нашим местным, пускай они сами выбирают, где им жить. Но вот все-таки, Максим, посмотрели, да, СШГЭС, красивая гидроэлектростанция, большая, масштабная. А вот что все-таки больше по душе? Такие масштабные строения, да? Или вот курган, казалось бы, просто степь, холмик. Ну, с виду не знающие люди не поймут, что это. Вот что больше нравится такое? What do you prefer observing these huge objects like the dam or Sаяно-Шушенская hydroelectric station, the dam, or you know, like a Kurgan's hills like that? No, Kurgan's for sure. Yes, it's more. I don't know. It's gives me more energy and spirituality than the dam. The dam is very impressive, but Kurgan's is more, I don't know, interesting, I would say. Да, для него курганы интереснее, то есть дают ему больше энергии и духотворения. Ага. Ну хорошо, так, я понимаю, ты ездишь по миру, смотришь всякие интересные места. А дома в Швейцарии, вот чем ты занимаешься? Okay, what do you do when you are at home in Switzerland? So I mostly read books about anthropology, history, philosophy. Книжки любит читать по антропологии, истории, философии. Какая книжка самая любимая? What's your favorite book? I really like Siddhartha from Hermann Hesse. It's something we discussed. Yeah, есть немецкий автор такой Херман Хесс. Произведение называется «Сиддхартха». К сожалению, я не знаю такого произведения. Не читал. And otherwise, I also DJ, so I listen to records, different style of music, and I train to DJ with my records. Да, он увлекается диджеингом и, соответственно, вот пробует всякие такие штуки. Do you perform in the clubs? Sometimes. Он иногда в клубах даже выступает. Да, в Швейцарии, не в России. Конечно. Только дома. Вот. Ну а когда гастроли мировые? How about world tour? World tour? I think I will never do a world tour because you have to involve yourself all in this. It has to become your job to do that, and I'm not ready to make it a job. Он говорит, для мирового тура это должно стать твоей профессией. Он к этому не готов. То есть это больше для души. Какие еще хобби есть у тебя, Максим? Вот кроме как смотреть всякие интересные места по миру и диджеинга. What other hobbies do you have?
So another hobby is I'm really interested in cryptocurrencies. Криптовалюты And trading. интересуется And торговлей. trading. Да, и как? Stock market. Yeah, stock market. На Успел ли бирже. ты, Максим, в биткоин вложиться, когда он был маленький? Have you managed to invest into Bitcoin when it was? No, Hello? because I got in the business only 6 months ago. О, So I'm very new. он в бизнесе всего 6 месяцев. Все мы не успели вложиться в биткоин. Да, вот, но у меня есть еще один интересный вопрос, но мне он припасен на следующий наш блок программы, потому что, мне кажется, очень много Максим нам сможет рассказать. Сейчас давайте прервемся, у нас впереди выпуск новостей. Программа «Тема дня» продолжается. У микрофона по-прежнему Андрей Кобзарь. Со мной в студии замечательные гости. Наталья Румянцева, руководитель языкового центра в городе Абакан, а также турист-волонтер из Швейцарии Максим Корню. Ну что ж, ребята, снова вас приветствую. Вот у меня вопрос есть такой забавный. А есть ли забавные ситуации у Максима в России, может быть, с местными жителями, при походе в магазин, возможно? So, have you ever had any funny situations, hilarious situations here? Have you had? We have discussed it right now before. Interesting situation. I had to disassemble a Kalashnikov AK-74 Разбирал автомат калаш? in the street, in front of a school. Перед школой на улице. И not in Абакан. Yeah, in Abakan. In Абакан. Yeah. Меня там не было, если что. Сколько секунд? How many seconds? No, I was really bad. Maybe 1 minute. Ну, многовато. Ну, для первого раза, я считаю, это простительно для первого раза. Но... Fine for the first time. And actually, it was a quest organized. A quest like you had to solve riddles, you know. Town quest. Yeah, town quest. Yes. Городской квест, ну это, скорее всего, была суббота, наверное, какие-то выходные. Ну, Что-то это было забавно. подобное, да. Это забавно. Funny. That was something to do in Russia. А вот новости были в Москве, допустим, одного туриста из Японии. Первый же попавшийся таксист довез за 34 тысячи рублей. Вот. То есть, ну, обманул, получается, Недавно? да? Да, нет, ну, как пару месяцев назад он судится с ним сейчас, японец. Вот. То есть, любят, так сказать, иногда нечестные наши сограждане, нечестные на руку, обмануть туристов, потому что они же не понимают ничего. Вот им говорят, там, 30 тысяч рублей за поездку в 1 километр. Это нормально. Он, it's okay, вот, 30 тысяч, да. Были ли попытки обмануть Максима? Потому что я вот уже знаю, что Максим и по Абакану один гуляет. Andrei has just told the story that was on the news a couple of months ago. There was one Japanese guy in Moscow, Yes. and the first taxi driver who took him from one place to another, he charged him of 34,000 rubles. Okay, so how about here? Have you ever been tried? No, have they ever tried to cheat you or some? No, and that's something actually, because that's one of the cliché many people have in Switzerland, that Russia is a dangerous country and that you can get attacked or killed. And actually, Moscow was one of the safest city I've been, and here also it seems very safe. В Швейцарии существует клише, да, что вообще Россия опаснейшая страна, да, в мире. Он говорит, ну, на самом деле, побывав в Москве, он понял, что это одно из безопасных мест. На самом деле, да, это миф, это заблуждение. Я думаю, что Максим приедет и расскажет про нашу чудесную Хакасию. Кстати, забавный факт. Хакасию называют маленькая Швейцария. Хакасия is a little Switzerland. Yes. Мы так говорим. Мы уже это, кстати, с ним обсуждали. И как Максим считает, это правда? Do you think it's true? Resemblance? Yes and no, because the steppe is not really at all looking to Switzerland. Степи-то отличаются немножко, да. For me, it was more like crazy and like almost more crazy to go in the steppe than in the mountains, because yes, mountains looks like Switzerland here, so yes and no. Горки похожи, да, на швейцарские. Горки ну, степь похожи. немного, конечно, Степи, там ну. растительность. Yes, the plants are different, yes. Да, вот я вчера, я помню, я задал Максиму вопрос, хочет ли он к нам зимой приехать. Да, вот прошел день. Максим, скажи, ты об этом подумал? Приедешь к нам зимой?
Remember, yesterday Andrew asked you if you'd like to come here in winter time. So Yes. you've been thinking almost 24 hours. So what have you come up to with? Actually, I would say yes, because in Switzerland in winter we don't have a lot of snow this year, so I miss to have a lot of snow during Не winter. по делу, да? We have many snow in our republic. Да, я сказал, что у нас очень много снега в республике, но в последнее время бывает, он слишком поздно выпадает. Ну, причуда погоды, что я могу поделать? Ну да, он сказал, что в Швейцарии в последнее время маловато снега зимой, да, и вот, so Andrew says, and I agree with him, that lately we don't have too much snow in the city. In the mountains, yes, of course, and В горах, да, его очень много, и он рано падает и долго лежит. Вот. So, and also in some villages, but not на Абакан. Okay. Да, но я думаю, если Максим к нам приедет зимой, у нас есть чудесные ледовые городки под Новый год. Я думаю, что Максим, во-первых, в Швейцарии такого никогда не видел. Фигуры изо льда очень красивые. So we have like translating literally ice towns or ice places with ice figures and ice slopes. So just in the city. So. Да. That's nice. Yeah. Русские горки — это вообще самые лучшие горки в мире. Я это заявляю, вот я так думаю. Ну да, это мое мнение. Поэтому я, Максим, я тебя приглашаю. So you are invited to come Nice, over thanks. here Thanks. in winter. I'll contact you if I come in winter. Вот поэтому, ну, я правда считаю, что, во-первых, у нас гостеприимная республика, и это доказывает Максим, когда говорит, что никто его не пытался обмануть. А во-вторых, у нас очень красиво, и зимой у нас замечательно, и климат у нас великолепный, поэтому давайте-ка все. И приезжай с друзьями, всем будет весело. Take your friends when you come back. Yeah, no, not sure they will want to come in winter though. Думаю, что не уверен, конечно, что они зимой захотят But in приехать. summer, I'll bring them. Yeah, I'll bring them for sure. Вот, кстати, друзья, что сказали друзья, когда сказал, я еду в Россию, но не в большие города, а вот в маленькую Хакасию, вот там горы есть, и речка и степи, туда поеду. Что они сказали? So what did your friends tell you when you said, "Oh, I'm going to Siberia, to Hakasia, a small city with mountains around"? So actually, they were very interesting, and they wanted to come. Many of them wanted to come, and they were jealous also. Actually, Заинтересовались, короче, даже хотели тоже присоединиться. Ну, конечно. А, кстати, вот я понимаю, да, вот Максим уже сказал, что говорят в Швейцарии, что Россия it's very dangerous country, но вот о Сибири что говорят? Есть ли слухи какие-то? Are there any myths or rumors about Siberia, not only about Russia? yeah. So yeah, I think Siberia is a very mysterious place. Загадочное место, да, для Максима. Сибирь. I don't know if there are any like well-known rumors about it, but yeah, we often hear stories of bears, maybe people getting lost or dying from cold. Да, какие-то вот сплетни, мифы, ну, вряд ли вряд ли они есть, но истории такие отдаленные слышал, что и люди теряются, и от холода умирают. Ну, мне кажется, во всем И мире про люди медведей. теряются, и на севере, и в многих странах люди умирают от холода. Но все же я рад, что Максим сложил такое хорошее впечатление о нашей республике, а в принципе о России. И надеюсь, впредь и всем расскажет, что вот на самом деле там здорово, и люди там хорошие. That's great that you have this view, yes, good impressions, and hopefully you're going to share all this information with your friends and relatives. So now my dream is to do a road trip in whole Russia and especially in Siberia. What trip? Road trip. Дорожное путешествие. Car and camp. То есть на машинке и с палатками, да. Отлично. Some people, by the way, some people go from Abakan to Vladivostok or from Abakan to Russia by car Like, to I would Sochi. like to do that. У нас же Кстати, да, люди ездят. есть планы на Байкал съездить? How посетить about Байкал? visiting Baikal? Do you have any Yeah, plans? I would like to go there also if I come Хотел бы. back during my next trip here for sure. Ну вот у меня сразу есть такая новость для Максима, что Байкал нужно увидеть 2 раза в жизни. 1 раз летом и покупаться, а 2 раз зимой и посмотреть на прозрачный лед. It's a great advice to see Baikal twice. In the summertime and to have a swim, and in the winter time to see transparent ice. For sauna and rolling in the snow. You can do it here. Да, на коньках катается, это вообще замечательно. Do you skate? No. Ice skating?
No, I see. I did it a few times, but I'm not so good. But yeah, I could do it. Я уже тут в свои руки взяла эфир, про коньки заговорили. И что, как Максим не катается? Ну, да? говорит, нет, пробовал несколько раз, ну, не очень в этом хорош. Я тоже один раз пробовал, потом подумал, не надо мне, это не мое это, в общем, не катаюсь я Ну, тоже. логично. Я умею ходить пешком на коньках. А я ползать. Жалко Максиму не смешно сейчас, потому что его Little Russian language не дает ему понять наши шутки. It's a pity that you don't understand what we are talking about Yeah. ice skating. Yeah. Да, ну сейчас мы немножечко прервемся на рекламу, и Наташа обязательно перейдет все наши шуточки. Продолжим после рекламы. Ну что ж, программа «Тема дня» продолжается. Меня по-прежнему зовут Андрей Кобзарь, а со мной по-прежнему в студии чудесные ребята. Во-первых, Наталья Румянцева, это руководитель языкового центра в городе Абакан, а также Максим Корню, турист и волонтер из Швейцарии. Ну что ж, ребята, мы снова в эфире. Вот, прервались мы на коньках и на чудесных российских шутках. Но у меня-то вопрос совсем сейчас другой немножечко будет. Я знаю, что Максим до 6 сентября у нас в республике, да? Да, Какие возможно, планы четвёртого. еще? Мгм. Какие планы, что посетить хотите? What are your plans before you go back home? So What are you before I go, planning to do? yes, I have a list of things to do. So this Sunday I'm going to the place I showed you last time. Аглахты. Aglarti. Аглахты. Aglarti. Х-х-х. And then I want to go to the top of Borus Мгм. and then go to Ergaki. That's on my list to do Да, вот for sure. хотел бы посетить Аглахты, там на Борус подняться, ну и в Вергаких тоже хотел бы съездить. Ну, в общем, только исключительно природа волнует. Природа, красивые места, Не, ну, красивые виды. Конечно, в нашем центре тоже на Максима планы ездить. За этим-то мы и приглашаем. А вот, кстати, ребят да, в оттуда. центре. А что в центре делает Максим? Он помогает нашим ребятишкам или взрослым? Что делает Максим? Ну, начну с того, что все наши волонтеры, те, которые приезжают в наш центр, то есть цель одна, да, помочь осваивать английский язык. С носителем языка, правильно? Да, ну не обязательно все носители английского, как вы видите. Вот, допустим, он из Швейцарии, у нас было целых 7 ребят из Франции. Вот. Но все говорят на английском языке. Конечно же, это общение с носителями не русского языка. Вот. И ребята либо ассистируют педагогам, либо у них даже есть своя нагрузочка. Ну, в период пребывания, я имею в виду часы какие-то, группы, закрепленные за ними. То Мгм. есть наши студенты привыкли, что с ними работают иностранные граждане. Ну, это же здорово. Это, во-первых, очень полезно для наших ребят. А Согласна. во-вторых, мне кажется, это бесценный опыт для Максима. Когда он еще сможет приехать в Россию и поучить русских английскому языку? So Andrew thinks that this is really priceless experience for you to be here in the school and give classes. Yes, the Yes. first time. Первый. А вот, кстати, я знаю, что в Швейцарии же, ну, это факт, швейцарского языка не существует. Там есть 4 государственных языка. Немецкий, итальянский, французский и последний рамшанский вроде. Романский. У меня тут, я на Yes, самом yes, correct. Romance. Ай. Ромшанский. Yes, Yes, correct, yeah. Вот так. Тут мне Подтвердили, что говорили я грамотный. романский. He knows well. Я на самом Вот деле, да, так. думала, что 3. Меня Нет, тут недавно 4. пара человечков-то Да, и поправила. вот какой на самом деле язык-то родной для Максима? What's your native language? So my native language is French. Французский. And I speak a bit German, but Немножечко еще по-немецки говорит. И по-английски свободно. Да. It's beautiful. To speak 3 На самом деле, languages. я всегда хотел, да, много языков знать. Я рад, что есть люди в мире, которые свободно владеют языками. И приезжают к нам, учат наших ребят. Мы, кстати, тут решили с одной из взрослых группировочек провести вместо английского 3 экспресс-занятия по французскому языку. Просто Вау. решили так, английский на французский заменить. Максим нас будет учить, я тоже буду учиться. Это мой не первый заход с Я французским. знаю только одну фразу по-французски. Je ne m'en pas si jure. Из российского фильма, There's only да, one из phrase. советского. I haven't eaten for 6 days. Yes? Я не ел 6 дней, да, переводится. Ну, это на этом мои знания французского заканчиваются, но английский все-таки у меня побольше. Я все-таки учился в школе, у меня 4 по английскому. Вау. Да, и вот уже Прям на второй день. 5 тянет. И вот уже второй день общения с Максимом, я понимаю, что в принципе-то
Я как собака, понимаю, сказать сложно. Favorite phrase which Russians like to use, I'm like a dog. I understand everything, but it's hard for me to say something. Да, вот такие вот у нас забавные метафоры. Вот, но вы уже рассказали про языковой центр, да, рассказали о своих планах. Максим, у меня вот такой обычный вопрос, вот даже общий. А зачем это все тебе? Вот зачем это все? Почему не быть, как все условно? Зачем это все? Путешествие, да, волонтерство? Да, вот это все, то есть. Okay, so Andrew wants to know, why do you need all this travels, all this volunteer work? Why not just to stay a regular citizen and lead the routine life? Yeah, that's a very good question. I ask myself also. Он себя тоже все время спрашивает по этому поводу. And actually, I think it's because I don't like what we call normal, quiet life. I really want to, get out of my comfort zone and just discover other cultures. And I think it's important for me. I need it. Otherwise, I feel I'm missing something. Да, то есть достаточно неинтересно вести обычную жизнь, и обязательно нужно вырываться из зоны комфорта, да, что-то новое узнавать, иначе есть ощущение, что чего-то не хватает. И я его понимаю. I think it's because I'm young and I need to really discover the world, but at a certain point, I think soon, I will just, be a normal citizen. Пока молодой, в общем, жить надо, да? Or maybe not. Пока не стал обычным, а может и не станет. Ну вот, чтобы не стать обычным, Максим путешествует, да? А первое путешествие, во-первых, во сколько лет ты поехал? И куда? Я знаю, что по Европе вроде как, из Франции начал. Но все-таки вот во сколько, мне интересно. How old were you when you made your first trip? And where to? So I had traveled with my parents, but with my friends. Our first trip, it was with my friends when we were 17 to Berlin. Первый трип, у него первое путешествие было в Германию, с друзьями, когда ему было 17 лет. Неплохо. А дальнейшее потом покорил всю Европу, правильно понимаю? And then you conquered the whole Europe? Yes. Даже в самых отдаленных местах? Even in the far places. Yes, and then my curiosity attracts me to unknown places like the Far East, Ukraine, Georgia, and Russia. Потом любопытство его завело тут сюда, в Украину, в Грузию. I am attracted by what I don't know. Да, и его привлекает то, что он не знает. Ну, это сейчас свои 5 копеек вставлю. Хорошо. Мое первое путешествие было, знаете, куда? В Бразилию. И второе тоже с места в карьер сразу. Да. Вот. Ну, а там потом уже поближе. Так, раз уж про Бразилию. Максим, есть ли планы Латинская Америка? Do you have any plans to visit Latin America or South America? I had the chance to go to Brazil because I have a friend who lives there, so I went there to meet him, and it was a great experience also. And also a very interesting culture. Very different from Europe and also Russian culture. Very different. But... Так, я не согласен, немного не понял, что Максим сказал. Он побывал в Бразилии, у него там живет друг, хотел бы еще раз поехать. Культура вообще, все, природа, культура, все отличается от европейского. Вот. Ну да, там от европейского только язык, португальский. Brazilians have a lot to teach us about how not to stress and not to take things serious. Да, бразильцы могут нас вообще хорошо много научить тому, как не стрессовать и как не относиться к вещам очень серьезно. Мне кажется, в Бразилии всегда все на расслабоне. Всегда у них все хорошо. He thinks that people in Brazil, they're always, laid back, on the chilling, No, of course, many people work seriously, but I think they take life maybe in a more relaxed and chill way as Europe. К жизни относятся более проще, чем, допустим, европейцы. А вот в твоем списке людей, которые слишком серьезно относятся к жизни, русские, на каком месте находятся? Okay, talking about the list of people who take life way too serious. Okay, where is the place for Russians? For the Russians. So maybe I haven't been in Russia a long time enough, but I think
Yeah, I think in Russia, I think people are quite ambitious, maybe, and I think they take kind of life seriously, but maybe they're maybe in between Brazil and Switzerland, maybe. I don't know. Где-то между Бразилией и Швейцарией, да. Because in Switzerland, people take life maybe too seriously, and their work is too important and big part of their life. So. Максим думает, да, что в Швейцарии слишком серьезно относится ко всему, к жизни, к работе. Да, я думал, почему-то, что в России серьезнее люди к жизни относятся. Но если человек был и там, вот. Не, ну мне кажется, в Швейцарии люди думают, что у нас так все хорошо, все банки наши самые лучшие, я не знаю. Вот, поэтому почему-то у меня такого вот ощущения было, я не знаю. Вот, но раз Максим был и в Швейцарии, и в России, если он говорит, что швейцарцы серьезно, я верю беспрекословно, потому что, ну, человек был, человек разбирается, как говорится. Вот, ну, к сожалению, наше время эфира заканчивается. Вот, и я вынужден с вами попрощаться, несмотря на то, что мне было категорически приятно с вами общаться. Вот, поэтому я благодарю вас, Наташа, спасибо большое, что пришла к нам. Спасибо большое, что, во-первых, ты переводила нам Максима для наших слушателей. Да, это ее работа. Максим, спасибо, что пришел к нам уже дважды, вот, что рассказал нам. Посмеялись вместе, было весело. Спасибо большое. Ну, может быть, когда-нибудь приедете еще. Будем ждать в гости. Welcome. Андрей тоже хотела бы сказать огромнейшее спасибо. Время пролетело незаметно. Было очень весело, классно поболтать. Да, ну что. Так, у нас вчера был урок по хакасскому языку. I teach you, Максим. Анымжох. Анымжох — это до свидания. Анымжох. Hakas language. Two words. Yeah, but it was too difficult. Ну ладно. I cannot remember. It was something like... Изен, это, Изен, здравствуйте. Да, Изен, it's hello. It's hello. Анымжох. Анамжор. Анымжохы. Анамжорхы. Французский накладочка. Анамжор. Анамжор. Анымжох. Анамжор. Ну, хорошо. Пускай будет. It's beautiful, Анамжох. Поэтому, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, всем спасибо, что слушали наш чудесный радиоэфир. Желаем хорошего дня и до свидания. Взаимно. Анамжор. Отлично. Анамжор, да.